Привет всем! Продолжаю я строительство своего гаража-мастерской. Напомню, что гараж я строю по каркасной технологии, размеры 6 на 10 метров, так сказать, в эконом-варианте. Эконом-вариант заключается в том, что стены у меня толщиной 100 миллиметров, а не 150, как в большинстве случаев делают. Стоит он на самодельных сваях из канализационных труб. Нету у меня перекрытий, сразу идет утепленная кровля. И внешняя обшивка у меня это OSB плиты. Еще нет внутренней обшивки стен, нет потолочной обшивки и не залит пол, соответственно не залита и яма смотровая. Но работа не стоит, этот угол, как вы видите, уже оборудован у меня. То есть работать уже есть где. Подробно про все этапы строительства я рассказывать не буду, видео есть у меня на канале. Заходите, смотрите, под видео в описании я оставлю ссылочки. Сейчас у меня идет подготовка к покраске наружных стен. Чем и как я буду красить, это будет мое следующее видео. А сегодня я хочу заняться ветровыми планками, потому что они у меня так до сих пор и не сделаны. И свесами. Ну вот, как видно, ветровые планки спереди и сзади у меня отсутствуют. Также у меня не сделаны свесы. Я уже прошелся баллончиком по всем щелям, где у меня идут стыки досок, так как делал я зимой, и сейчас уже к лету они немножко подсохли, естественно, появились щели. Есть у меня вот такие доски, лежат они у меня с давних времен, уже потеряли свой цвет, но они еще хорошие. Также у меня остались доски от поддонов, которыми я делал вот эту вот стену, закрывал, вот эти столы делал. Ну, все, что вот в этом углу сделано из поддонов. Видео, кстати, есть на канале, как я все это делал. Поэтому беру сейчас доски, обрабатываю их до презентабельного вида, нарезаю на нужные отрезки и приступаю к работе. Ну а в монтаже всех элементов мне поможет вот такая дрель-шуруповерт FTL PSR 24 вольта от фирмы Foxwell. Давайте быстренько глянем, что за аппарат, и будем делать работу. Шуруповерт поставляется в небольшом пластиковом кейсе. Внутри находится инструкция плюс гарантийный талон. Сам дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство и бита двухсторонняя. Сама дрель вполне презентабельного вида, изготовлена из качественного пластика с прорезиненными вставками на рукояти, так сказать, противоскользящее покрытие. Напряжение аккумулятора 24 вольта, емкость 2 ампера, тип аккумулятора литий-ионный. Есть индикация уровня заряда, количество аккумуляторов в комплекте 2 штуки, есть функция быстрой зарядки, время заряда 1 час, имеется металлический кронштейн под ремень, присутствует защита от перегрузки, электронная защита аккумулятора БМС, ремешок для переноски на руку. Тип двигателя щеточный, имеется блокировка шпинделя, наличие реверса. Максимальный крутящий момент 40 наноньютонов. Муфта момента затяжки имеет 18 ступеней плюс 1 для сверления. Есть переключатель скорости с первой на вторую и обратно. Частота вращения на первой скорости от 0 до 450 оборотов в минуту, на второй скорости от 0 до 1450 оборотов в минуту. Тип патрона быстрозажимной от 0,8 до 10 мм. Имеется тормоз двигателя. Имеется подсветка рабочей зоны в виде небольшого светодиода. Ну вот такой аппарат пришел мне. Еще вместе с ним пришли вот такие подарочки. Так как фирма Foxwell специализируется на сварочных аппаратах, вот такие сварочные наклеечки. Плюс вот такой настольный календарь. И еще вот такой настенный календарь. Тоже уже нашел свое место с их продукцией. Название, описание и артикулы. Это не единственный шуруповерт в их линейке. Почему именно этот? Меня заинтересовало вот это название дрель-шуруповерт. Так как я сейчас собираюсь крепить ветровые планки, мне придется закрепить много небольших прямоугольников деревянных. Для того, чтобы саморезами их не расколоть, мне сначала придется их просверливать. И вот тут-то мне и понадобятся его высокие обороты. А потом я уже полезу вместе с ним и буду крепить эти дощечки на свои места.
Так, ну что, закончил я с подготовкой к покраске. Закрыл все свесы. Выравнивать по горизонтали их не стал. Приделал доски так же, как свесы и шли, под углом. По всем щелям прошелся пеной, потому что ползают всякие таракашки, букашки. В этой части пчела летала, видимо, собралась там строить, или может уже начала строить, потому что очень долго потом летала. Даже изнутри пыталась пробраться. В передней части установил ветровые планки. Лобовую доску не стал делать, потому что вынос небольшой, не вижу вообще в ней смысла. Также по всем щелям прошелся пеной. Также и сзади. Все закрыл, все пропенил. Что касаемо аппарата, шурик мне очень понравился. Очень удобно с ним работать при монтаже. Единственное, ему бы очень подошла поворотная насадка. Такая насадка, у которой с одной стороны сверло, а с другой стороны бита. Перевернул, закрепил, просверлил отверстие. Опять перевернул, с помощью биты прикрутил шуруп. Где-то на высоте, когда надо просверлить отверстие и потом прикрутить саморез, очень бы пригодилась такая штука. А если бы она еще шла в комплекте с этим шуриком, вообще бы цены не было. Понравилась мне у него форма аккумулятора, которая в свою очередь играет еще роль устойчивой площадки. Бывает, забудешься, поставишь на леса подвижные или на стремянку, начинаешь на нее залазить, поверхность, на которой она стоит, неровная, стремянка начинает гулять, шуруповерт начинает болтать в разные стороны. Есть у меня вот такой старый шуруповерт вот с таким аккумулятором, так это вот вообще неустойчивый. То есть он все время пытается упасть. Еще мне понравилось расположение крепления на ремень, которое находится у него на корпусе, а не на аккумуляторах, как обычно это делают. Шуруповерт с креплением на аккумуляторе начинает немножко болтаться при ходьбе. Здесь же, когда его подвешиваешь, он как бы своей вот этой закругленной формой обнимает бедро, и его даже не чувствуешь. В один момент я его даже потерял, ходил искал, а он у меня висел на ремне. В описании под видео я обязательно оставлю ссылки на производителя и на сам этот шуруповерт. Переходите, там много интересного. Ну а я уже приступил к покраске стен наружных, грунтовке стен, замазыванию швов, но это уже другая история. Думаю, выход нового ролика не займет так много времени, как обычно. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Работы еще очень много. Всем пока!